Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Я большой фанат эклипсов. И на примере этих машинок я рассказываю о различных технологиях, которые применимы ко всем автомобилям. Последние лет 5 я зимой и летом езжу вот на этом кабриолете. Но куплен он в свое время был совсем не для каждодневной езды, а для определенного проекта. Я надеюсь, мои постоянные подписчики помнят этот пластилиновый обвес. Я еще не оставил надежду его сделать, и это будет в скором времени очередным сериалом на моем канале. Так что подписывайтесь на канал, и будет продолжение про этот обвес обязательно, и уже как раз на том кабриолете. А я же купил новую машину, ну точнее бэушную, и конечно же это очередной Eclipse. Залыжу. Я думаю, сюда его. Да нахер они вообще нужны. Блять, это страшно. Да она не выглядит. С ним также запланированы необычные изменения, и вкратце их можно охарактеризовать одним словом – Eclipse Cross. Я уже показывал как-то макет того, что я хочу, и я думаю, из вот этой машины я это сделаю. Но пока мне на ней предстоит ездить каждый день. Пробег у нее уже под 300 тысяч, и если ее сейчас не привести в порядок, то она просто развалится. Но я с этой машиной хочу строить не просто очередной проект или очередной долгострой. Я хочу сделать совершенно новый подход. Все работы, которые будут делаться в этой машине, я хочу сделать в один день. То есть запланировал, подготовился и в один день установил. Утром заехал в гараж, все сделал, вечером выехал. И вот в таком режиме я хочу провести все изменения с этой машиной. А их будет совсем немало. Как мне удастся выполнить этот челлендж, я еще совсем не знаю. Напишите в комментариях, насколько вам интересна эта идея. Мне кажется, она как раз добавит какой-то движухи на моем канале. Сейчас кузов этой машины, конечно, оставляет желать лучшего. Лакокрасочное покрытие уже выцвело, и с ним надо что-то делать. Почти все элементы кузова тем или иным образом, но уже пришли в негодность. Капот, бампера, пороги, крылья, лобовое стекло треснутое. И над всем этим придется работать. Также стучит вся подвеска передняя и задняя. Но вот как раз подвеска меня интересует меньше всего. Эту машину еще предстоит переделывать на полный привод. И поэтому вся трансмиссия, вся подвеска в ней все равно поменяется. Но первым шагом во всем этом проекте придется позаботиться о днище этого автомобиля. Его не видно, но оно является первой причиной гибели всех бэушных старых автомобилей. Но классический битумный антикор для этой машины – это смерть кузова. Уже через год она вся проржавеет насквозь. А ехать, ее вести на пескоструйную обработку, очистку всего кузова, потом покраску – это вообще не входит в мои планы, не входит в мой бюджет. А очищать вручную мне совсем лень. И поэтому я нашел очередное нестандартное решение. И сейчас я поеду на другой край Москвы. И я надеюсь, что это первые работы, которые должны уместиться в один день. Челлендж начинается.
У меня в жизни так происходит, что если что-то надо сделать, то, что я не могу сделать сам, то обязательно находятся какие-то знакомые или знакомые знакомых, друзья, которые мне советуют очень хороших людей, которые впоследствии становятся моими друзьями. Ну, то есть своеобразное сарафанное радио. Я не знаю, как у вас это происходит. Напишите в комментариях, как вы находите компании по ремонту или по обслуживанию ваших автомобилей и так далее. Но вот у меня мой товарищ в прошлом году сделал здесь этот необычный антикор. И, в общем-то, вот теперь, когда настало время сделать его мне, я как раз без всяких сомнений приехал в эту компанию. И вот я приехал в компанию Веллерс. Это компания, которая занимается обработкой, антикоррозийной обработкой автомобилей. И дальнейший процесс, весь, который связан с этой обработкой, мне прокомментирует технический специалист этой компании Рустам. Да. Ну и первое, во всем этом процессе нам надо посмотреть же, наконец, что у нас под днищем. Сейчас зайдем, посмотрим, оценим, прокомментируем. Да, машина уже коррозирует, и это все пока поверхностная ржавчина, но если еще год-два затянуть, то она перерастет в сквозную ржавчину. Основные элементы целые, и это хорошо, такие как лонжероны, также пороги живые. У всех автомобилей в основном одна и та же проблема – это начало коррозии задней части. Чем ближе ты перемещаешься к передней части, тем ее меньше. Ровно за половиной автомобиля здесь вот начинается коррозия. Это поверхностная коррозия, проблем с этим нет, металл только начал коррозировать. И вот на данные автомобили нельзя наносить мастику, потому что она никак не борется с коррозией. Задача барьерного антикора – это не давать влаге взаимодействовать с металлом, и, соответственно, когда он лежит на коррозии внутри находится влага. И тем самым вы создаете паровую баню. Внутри входа мастикой это все еще в 2 раза быстрее коррозирует. Это все поверхностная ржавчина. Как наш состав работает? Он проникает через нее, доходит до металла. И на металле он создает пленку. Пленку мы по-другому называем эффект тефлоновой сковородки. Если мыли, понимаете, о чем идет речь. Жирный налет, который смыть невозможно. Задача состава создать вот эту пленку на всех поверхностях. Обрабатываем мы всю подвеску, все скрытые полости на днище. Состав имеет гидрофобный эффект. Задача состава это вот как раз непосредственно оттеснять влагу от металла. То есть он убирает с металла кислород и водород, его замещая своими молекулами, создавая вот эту пленку, натяжение, которое в дальнейшем и не дает дальше влаге взаимодействовать с металлом. То есть он постоянно химически активный? Да, он постоянно химически активный, и это его плюс, да. То есть вы можете, почему мы моем автомобили не сушим, мы сразу носим, мы зимой очень много автомобилей обрабатываем. То есть желание просто клиента приехать к нам, и все, и мы весь процесс этот сделаем. А дальше уже работает сам состав. Он очень хорошо ползет по металлу, заходит вот в такие, вот у вас видите, междетальные вот это, где швы идут. Да, туда ни один состав не попадет, а вот наш он протекает. Также внутри вашего лонжерона проходит конденсация. То есть, ну и вообще по всем панелям, дверным, крышке багажника, перепад температур выделяет влагу. Соответственно, составу, опять же, нужно бороться с вот этой влагой. То есть он не дает, чтобы она оставалась на металле.
Но я-то состояние этого днища уже вижу не первый раз, поэтому я был готов к тому вердикту, который сейчас сказал технический специалист компании Веллерс. Да, то есть сюда никаким образом битумный антикор мастичный не пойдет. И поэтому мы будем сейчас отмывать днище, снимать с него вековую грязь. Это, я думаю, что первая мойка для этой машины и под днищу. Ну, кстати, хорошая вещь. Кто моет днище, напишите в комментариях, как часто вы это делаете. Но я думаю, первый раз на этой машине помыли днище с момента ее производства. И, в общем-то, до этого можно было, наверное, закончить все. Оно стало красивенькое. Если бы не куски ржавчины, вот здесь прям днище, прям новое-новое, вот заводское покрытие от гравия и лонжероны прям в родном цвете. Ну, а остальное, конечно, сейчас будем покрывать новым этим химическим составом. Надеюсь, что все превратится в новое через несколько лет. Ну а пока идет процесс по нанесению химического состава на мой Eclipse, процесс этот длится не 1 минуту, а пару часов. Я пойду посмотрю, что происходит с другими машинами, которые висят на параллельных подъемниках. А вот эта машина приехала на осмотр после покрытия, уже нанесенного 3 месяца назад. Но это необычный вариант. Здесь покрыли химическим составом после мастики, то есть после битумного антикора. И сейчас химический состав пытается потихонечку разъесть эту мастику и попасть под нее, и тогда уже начать действовать. При этом, получается, надо нанести не один раз это все покрытие, а периодически наносить его, чтобы оно постоянно действовало и начало проникать под эту мастику, под битумный антикор. Так что, в принципе, если машина уже обработана битумным антикором, ее можно обработать химическим составом, и он будет работать, но работать не сразу. Да, на рынке предлагаются 2 вида антикора, но эти 2 вида еще и смешаны в 3-й вид. То есть есть химический антикор, который непосредственно останавливает коррозию на автомобиле, а второй – это барьерный антикор, то есть мастично-битумный, либо каучуковые составы. Соответственно, вот химический антикор, он непосредственно борется с коррозией, а барьерный антикор, он наносится на новую, сухую, без коррозии поверхность. Но если она у вас не новая, то значит должно быть отпискоструено и то есть убрана вся коррозия, чтобы она заново не начала прогрессировать. И сейчас появился еще 3-й на рынке конкурент наш, это химический барьерный антикор. То есть люди предлагают нанести химию, после этого замазать мастикой. Но у нас вот здесь возникает всегда вопрос. Химия работает, как правило, от года до 1,5 лет. Дальше, когда вам замазали барьерным антикором сверху, химия это перестает действовать, и ваша коррозия через 1-1,5 начинает под барьерным антикором развиваться. И дальше вы этого, самое главное, не видите. Мы это называем замазать глаза. В нашем центре вы не найдете барьерного антикора.
Используем только химию, и она у нас двух видов. На днище идет состав черного цвета, он как раз подтонирует коррозию, внешний вид на машине улучшается. Второй состав – это прозрачный, который наносится в скрытые полости, чтобы, ну так скажем, эстетически не марать внутреннюю часть той же двери или крыла. Я надеюсь, рассказ нашего технического специалиста вам понравился. Если возникли какие-то вопросы, вы можете их написать в комментарии. Сам технический специалист компании Веллерс вам ответит на них в тех же комментариях. Так что пишите, не стесняйтесь обо всех нюансах, которые вас интересуют. Также под видео будет находиться ссылка на сайт этой компании. Переходите, смотрите, записывайтесь, приезжайте. Химический состав, почему он более правильный? Так как вообще новые даже автомобили, приезжающие к нам, они, как правило, уже есть коррозия, ну, например, на подвеске, на подрамниках. Это тоже довольно такой несущий элемент автомобиля, на нем держится ваша подвеска. И задача его тоже защитить. Барьерный антикор наносить на подвеску не рекомендуется. Почему? Потому что в дальнейшем вы ее обслужить не сможете. Наш же состав, мы наносим его везде. На все днище, на все элементы подвески, на все скрытые полости на днище. Также мы обрабатываем электрику, которая идет под днищу. Помимо своих свойств антикора, состав диэлектрик. Так как он оттесняет влагу от контактных групп, она, соответственно, не ссыхается, дольше будет служить. При нанесении на подвеску у вас идут соленблоки, пыльники, резинки. Состав их тоже обволакивает, так как в составе присутствует силикон. Он напитывает резинку силиконом, она не ссыхается, дольше не растрескивается, соответственно, дольше у вас будет эластично и дольше служить. Нанесение нашего состава занимает от 1,5 до 3 часов в зависимости от марки и модели автомобиля. То есть, если это рамный внедорожник, то он обрабатывается дольше, так как у него есть рама, более сложный автомобиль. Если, например, легковой автомобиль, он обрабатывается 1,5-2 часа. Кроссоверы, в принципе, в том же сегменте, как и легковой автомобиль, тоже около 2 часов обработка. После нанесения состава, так как состав очень сильно текуч, впитывается в коррозию, ну и вообще расходится по автомобилю, то есть при нанесении 5 сантиметров пятачка на металл, состав растекается самостоятельно до 30 сантиметров от 3 до 6 месяцев, то есть расходится. Вот мы как раз всех наших клиентов после обработки зовем на осмотр. Осмотр он абсолютно бесплатный. Вот зачем он нужен? Как раз состав, впитаясь в коррозию, мы его видим, что он впитался. И наша задача его продавить до металла. То есть коррозия бывает разная. Да? У кого-то только начинающаяся, а у кого-то уже сильно машина коррозирует. И там больше, например, миллиметра толщина коррозии. Вот задача этот состав продавить до металла, добавить его, чтобы он пропитал ее всю коррозию и дошел до металла. Автомобили мы стараемся не разбирать, так как у нас щупы всего 6 мм диаметром. Состав наносится под давлением 60 атмосфер и распыляется он очень сильным дисперсным туманом. Например, в нанесении в лонжеронах состав очень густым туманом обволакивает абсолютно все. Мы не разбираем автомобили, потому что при снятии деталей они все идут на клипсах. Как правило, эти клипсы обламываются, дальше эти все панели начинают скрипеть, и больше получаете проблем, чем, например, там, просверлить отверстие в автомобиле. Это ничего страшного нет, мы не сверлим несущие элементы. Мы сверлим в основном это те элементы, которые никак не влияют на конструкцию кузова. И при сверлении этого отверстия мы дальше его обрабатываем нашим составом и затыкаем пластиковой пробкой. Все отверстия мы предварительно с клиентами согласовываем. То есть без вашего ведома автомобиль не сверлится. Вот определенное место, которое обработать по-другому невозможно. Как не просверлить отверстие. На данный момент с этой стороны идут усилители. Даже если снять пластиковую защиту, пластиковую облицовку, там идет еще один усилитель.
и вот в это место не попасть. Одним только способом — это сверление отверстия, и мы можем сюда зайти. Сейчас покажем, как это делается. Кстати, про сверло. Сверло тоже необычное. Стружка у этого сверла выбрасывается в обратную сторону, то есть оно не попадает вовнутрь. Вот такая длина щупа, соответственно, состав будет наноситься на всю вот эту поверхность. Дальше он самостоятельно растекается вверх и идет вниз. Также мелким щупом он загнутый, я сейчас его тоже вам покажу, поворачиваем сюда и продуваем вот эту всю часть. Щуп загнутый, вот смотрите, как летит состав от него. Вот он, получается, засовывается и поворачивается вниз, и продувается вся нижняя часть. А дальше в конце делается вот так. Ну и отверстие, соответственно, не остается открытым. Мы ставим специальную заглушку. Она якорного типа. Достать эту заглушку вы не сможете. Мы ее через 3 года самостоятельно высверливаем. Много автомобилей, которые мы не сверлим, потому что есть технологические заводские отверстия. Мы стараемся максимально использовать их. Но, например, есть места, куда добраться без сверления невозможно. И, как правило, это задние крылья. Это самое гниющее место в автомобиле. Почему? Потому что сочленение крыла и колесной арки, там идет сварной шов. Выпадение конденсата на этот сварной шов, если грунт у вас лопнул, то есть краска на вот этом сварном шве, соответственно, туда попадает влага и начинает коррозировать именно вот эта колесная арка. Как мы говорим, лучше просверлим мы, чем просверлит коррозия. Также перед обработкой мы всегда осматриваем автомобили, и у нас в неделю, может быть, 1, а то и 2 автомобиля мы не берем в обработку. И причина следующая: когда уже машина сгнила, смысла обрабатывать ее нет. И мы не даем человеку надежду о том, чтобы он там, не знаю, завтра или послезавтра на МКАДе или где-то там в городе разбился, потому что у вас отвалится колесо. Мы видим проблему, озвучиваем клиенту, и автомобиль мы делаем только после того, как его отремонтируют. Наша команда занимается более 5 лет химической обработкой антикором. Других услуг у нас нет, мы профильно занимаемся одним делом. Мастера у нас сделали уже больше 3000 автомобилей, и с каждым годом, ну, это клиентская база, так скажем, и опыт наш растет. Весь автопром, который ездит по России, мы уже сделали и, наверное, на десятки, может даже на сотни раз. То есть ваш автомобиль, мы его можем рассказать, где есть самые проблемные у них места. И постараемся эти проблемные места озвучить клиентам и максимально к ним подойти правильно. Также мы выдаем книжку после обработки. Это наш технический паспорт на обработку автомобиля. Что в нем мы пишем? Это автомобиль, год выпуска, ВИН-номер, владелец по СТС, дата обработки, мастер, кто принимал, галочками проставлено, что обработано, дата контрольного осмотра. Она не точная, плюс месяц вперед. Ваша задача, Сереж,
позвонить, записаться, подъехать. Что мы сделаем? Мы еще раз автомобиль поднимаем, полностью все проверяем, все, что нам не нравится, мы добавляем. Но это, как правило, вот впитавшиеся в коррозию места. То есть мы еще их проходим и добавляем. Скрытые полости 3 года гарантия, днище 1,5 и дата следующей обработки. Книжка на осмотре не нужна. Книжка нужна будет на повторной обработке. Пожалуйста. Ну что же, машинку помыли, очень приятно. Что мне понравилось в этой антикоррозийной обработке, это тот момент, что ничего не пришлось разбирать. Во все ниши и во все полости с помощью специальных приспособлений мастера добрались без этих проблем. Буквально просверлив 2 отверстия в кузове для самого труднодоступного места, это заднего крыла, а все остальные с помощью заглушек и своих длинных щупов они пробрались отлично, даже под подкрылки. То есть даже подкрылки не снимали, под подкрылки щупами пробрались. Работа, на мой взгляд, получилась очень продуктивная и качественная. Но мы же в процессе моих всех переделок дальнейших еще увидим, понаблюдаем, как будет себя чувствовать этот состав на кузове. Что, конечно, подтвердит или опровергнет все те рассказы, которые были сегодня о нем рассказаны. Ну вот первая работа, которую я попытался уместить в один день, да, пускай она будет сделана не мной, но впереди будут работы не только сделанные моими руками, но и сторонними фирмами. Уж так устроен мир, и моя огромная благодарность компании Веллерс за проделанную работу. Я думаю, что теперь я смогу их рекомендовать своим друзьям и знакомым, и надеюсь, что вы тоже. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Не забывайте про то, что у меня есть дополнительный канал NeoFAQ, на котором я размещаю видеоответы на ваши комментарии. Подписывайтесь на него, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!